нашего гостя. Так, значит, я приглашаю нашего гостя, маэстро Эндрю Лоуренс Кинг, который выступит с докладом с докладом на тему «Испанский айре, ритм в речитативе барочной музыкальной драмы». И, насколько я поняла, по предварительным комментариям и по инструменту, то ваш доклад будет сопровождаться музыкальными показами, иллюстрациями. Мы с нетерпением вас ждем ваших сообщений. Пожалуйста. Доклад будет идти с переводом, так что а может быть свет там выключим, чтобы наш. Sometimes at academic institutions, there's a feeling of hierarchy between analysis and performance practice studies. Иногда в некоторых академических институциях возникает ощущение иерархии между академическими и исполнительскими исследованиями. Of course, we realize that a musical score is not the work. Music exists in sound. Разумеется, мы понимаем, что музыкальный текст это не вся еще работа, что музыка существует звуки прежде всего. And that's even more true when we come to opera, which is not only music but also a theatrical event. И это в том числе правда, особенно когда мы подходим к опере, которая не только звук, но еще и театральные события. So unless we apply historical performance practice information, we risk making an analysis that's based on unexamined 20th century assumptions. То есть, если мы не применяем какую-то историческую информацию, подчеркнутую из определенных источников, то мы рискуем попасть в просак, используя вещи, основанные на стиле 20-го века. So we need a historical context and an understanding of period performance practice before we can make meaningful analysis. То есть нам нужен исторический контекст и понимание именно исторических реалий, исторических актерских реалий, чтобы у нас получилось что-то, что представляет собой какое-то значение. So although the terms recitado and aire appear in period sources, the way they're used does not correspond to our modern understanding of recitative and aria. Несмотря на то, что слова recitado и aire появляются в музыкальных источниках, их значение никоим образом не связано с тем, что мы сейчас называем речитативной арией. The meaning has changed over the centuries. В течение веков значение слов изменилось. And the Spanish way to use these words is different from the Italian way. И испанское применение данных слов, оно отличается от итальянского. Different again from the French model of Lully. И еще раз оно отличается от модели французской, поставленной Люли. So the fundamental challenge of opera is to represent speech in music. Фундаментальная задача оперы – это представлять речь в музыке. But Spanish composers did not make this binary contrast, recitative aria. Но испанские композиторы не составляли бинарного контраста, то есть речитатив против арии.
Rather, they worked along a broad spectrum, Скорее, они работали с довольно широким спектром, using very subtle nuances within that spectrum используя тонкие нюансы внутри этого спектра and structuring the whole thing with Spanish rhythms. и структурируя все это испанским ритмом. So we're familiar with the idea of aria and recitative from 18th century opera seria. Нам знакомы понятия арии и читатива из оперы серии XVIII века. For the audience, the recitative is the boring bit in between the nice tunes. Для публики речитатив – это скучные моменты между симпатичными мелодиями. But that's a real problem for the very earliest operas because there really aren't any nice tunes. It's all boring bit. А в чем проблема для самых ранних опер? Потому что там нет симпатичных мелодий, там все так называемая скучная часть. Academically, we have a modern definition of recitative. Академически у нас есть современное определение речитатива. So the accompanying bass is still, Аккомпанирующий бас стагнантен, while the singer has many syllables, many notes over the top. пока у певца есть масса слогов и масса нот наверху. We have an academic definition of aria for the early 17th century, У нас есть академическое определение арии из раннего 17 века, which is a repeating ground bass, an ostinato bass, with vocal variations in the melody. которая буквально звучит как то, что это повторяющийся гамм-бас или остинато-бас с мелодическими вариациями в голосе. But those academic definitions do not fit what we actually see in the scores. Но эти академические определения, они как-то не помещаются в то, что мы видим в нотах. And so 20th century musicologists invented all kinds of modern terms to describe what they were seeing. А музыковеды в XIX веке придумывали массу терминов, чтобы описать то, что они видят. Monody, Мелодия, arioso, ариозы, declamatory aria. то есть декламационная ария. In the end, these modern terms are unhelpful. В конце концов, эти современные термины, они совершенно не помогают. And it's much more useful to consider the period terminology. И куда более полезно принять во внимание терминологию периода. And then we face the extra challenge that, as the tourist slogan went in the 1960s, España